ни в коем случае не использовать повторно воду для полива. Это очень важно. И распространяются вирусные заболевания, или же слом корня, или слом листа, сок растения попал на ваши пальцы, и вы дотронулись до другой орхидеи. Вот вы будете являться переносчиком вирусного заболевания. Смена пажеского караула. Так. Все, может, ты там останешься сегодня? Сегодня полив. Цветочков нет. Сначала сюда. Ну ладно. Полочка пустая. Иди на полочку. Добрый день, друзья! Недавно был обзор из магазина Leroy Merlin. Но Leroy Merlin переименовали, и он теперь называется Lemana Pro. Сложно переключиться сразу на такое название, но придется. И если вы видели этот обзор, то, наверное, догадались, какую же я орхидею приобрела. Это радужный единорог. Но покупка была совершена 2 недели назад, и орхидея за это время распустила 4 бутона. Ни один бутон не высох. Все бутоны предположительно распустятся, но распускается вот такой больше желто-бежевый, а потом, когда немного выгорает, переходит в такой розовый цвет. Но все равно эта орхидея прекрасна. Она мне очень нравится. Но подводные камни, как всегда, есть. И сегодня я не буду вам рассказывать, что сделать с орхидеей сразу после покупки, потому что недавно выходило такое видео, где я подробно рассказывала об обработке. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Сегодня просто тоже обработки, но другие, если они нужны. Давайте сначала рассмотрим корни, которые находятся в горшке, и с удивлением увидим, но это бывает часто, увидим, что в горшке за это время появились грибы. Такие длинные грибочки. О чем это говорит? Что, конечно, производители не обрабатывают грунт перед посадкой орхидей. Вот измельчили кору, какую им там привезли кору, без суперобработок, без термических обработок. Вот в такой коре орхидея и растет. Попались грибочки, будут грибочки. Попадется что-то другое, значит будет что-то другое. Мешает это жизни орхидей? Нет. Смотрите, орхидея явно посажена не вчера в этот грунт и растет и прекрасно себя чувствует. Но есть другие подводные камни, которые можно сразу обнаружить на орхидее. Поднимаем листик и видим вот такую сиреневую пятнистость. Да, это можно отнести к ее родителям. Мало ли какие исходные качества были у родителей этой орхидеи. Может быть, одна была светлая, другая была темно-фиолетовая. И вот такой окрас листьев как раз может свидетельствовать о том, что в генетике есть очень темная орхидея. А вот такие пятна должны нас насторожить. Конечно, может быть, это хлороз.
Но маловероятно. Вот такие пятна чаще всего относятся к вирусным заболеваниям. Вот еще пятно непонятного происхождения. Опять же, можно отнести к вирусам, а можно сказать, что орхидея стояла так, что ей не хватало солнечного света, поэтому образовалось это светлое пятно, и она через какое-то время наберет цвет, и это не будет относиться ни к каким болезням. 10 дней находится орхидея дома под очень ярким освещением, ничего не происходит. Недавно вам рассказывала о вирусных заболеваниях орхидей на Ютубе и в Телеграм-канале. У меня есть такая орхидея, и кто-то написал мне, наверное, это хлороз. Если бы был хлороз, было бы все значительно проще. Там был белая орхидея, биглип. Вот я с ней нянчусь почти 4 года, ничего не получается. Как я их обрабатываю, какими препаратами? Давайте начнем все сначала. Вот купили орхидею, увидели вот такие пятна. Что первое мы делаем, это обрабатываем орхидею зеленым мылом. Зеленое мыло борется как с болезнями, так и с вредителями. Обязательно нужно разбавить водой зеленое мыло, так как написано в описании. Я не опрыскиваю, потому что если оно защищает от болезней, опрыскивание подойдет, то вот для борьбы с вредителями такой метод не подойдет. Я беру ватный диск, увлажняю раствором и хорошо протираю листья. Потому что если есть вредители, которые вы не увидели, как раз протирая листья этим раствором, мы всех вредителей тоже сотрем, скажем так, уберем. Нужно ли его смывать? Нет, смывать раствор не нужно. Сколько нужно обработок и как долго оно действует? Оно действует недолго, и обрабатывать им можно раз в 10 дней. Но я использую зеленое мыло только один раз в жизни орхидеи. Даже когда я протираю пыль на листьях орхидей, я не использую зеленое мыло, я протираю просто чистой водой, а вот зеленое мыло использую только на новой купленной орхидее. Это очень старинное средство, оно, конечно, слабенькое для борьбы с вредителями, для борьбы с болезнью, но первая обработка очень даже хорошая. С этой орхидеей проблем нет в горшке. То есть запах из горшка очень приятный, хвойный. Никаких гнилостных процессов, никакого разложения коры нет. Но если вы купили уценку или же очень влажную орхидею и почувствовали очень неприятный запах из горшка, то ни в коем случае не доставайте орхидею из горшка. Я использую в этом случае 2 препарата. Или один, или другой, не 2 сразу. Это может быть привикур. Все делается по инструкции. И опускается горшок в раствор с привикуром. В привикуре нужно подержать горшок 10-15 минут. Он очень хорошо борется с грибковыми заболеваниями, убирает вот этот запах. И побочное его действие – это наращивание корней. Привикур можно купить и в европейских странах. А вот мой любимый Максим, к сожалению, в европейских странах приобрести очень сложно. Но тоже очень хороший фунгицид для борьбы с гнилостными процессами в горшке. И привикур тоже фунгицид, но это природного происхождения фунгицид, а этот все-таки больше химического происхождения. Но тоже прекрасный препарат. Не надо доставать орхидею из горшка. Просто если будете работать Максимом, он ярко-красного цвета. Горшок немножко покрасит, но ничего страшного.
Погружайте орхидею в раствор очень глубоко. Неважно, что там есть торфяной стакан. Вот буквально отступаете от верха сантиметр. Но горшок нужно подержать 25-30 минут. Потом весь раствор слить и поставить, чтобы орхидея просыхала. Ну и в том и в другом случае это делается одинаково. Желательно после такой обработки повторно эти растворы не использовать. И тот, и другой препарат нужно использовать в течение суток. Так пишут производители. Но лучше всего использовать в первые 2 часа. Потому что и Максим, и Привикор через сутки они теряют свои качества и не действуют. И обрабатывать орхидеи будет бесполезно. То есть раствор не хранится более суток. Это горшок. Теперь переходим к листьям. Увидели пятна. Что нужно сделать? Первая обработка у нас была зеленым мылом. Нужно делать какие-то другие обработки для того, чтобы вот эти заболевания не распространялись. Самый простой способ – это фитоловин. Его можно разводить, как написано на упаковке, но я чаще всего пользуюсь неразбавленным фитоловином. Это препарат природного происхождения с добавлением антибиотика. Очень хорошо борется с начальной стадией определенных грибковых заболеваний. Нет препарата, который борется со всеми грибками, которые могут присутствовать на орхидее. Но нет такого препарата, а на орхидеях выявлено более 250 грибковых заболеваний. Но вот эта скорая помощь самая простая. Мы всегда идем от простого к сложному. И вот это самый простой способ. Тут или флакончик, или маленькая пластиковая ампула. Тут всего 2 мл. Если вы ее открыли, надо сразу все использовать. Фитоловин, к сожалению, вообще открытый не хранится. Я храню его совсем недолго, но если большой флакон, есть же большие расфасовки. Вот я не люблю большие расфасовки, покупаю всегда в маленьких, чтобы один раз использовать и точно знать, что препарат подействовал. Но бывают большие флаконы, вы его открываете, если плотно крышка потом закрывается, оставляете. Но если вы, например, купили ампулу 10 мл и не использовали ее, ампулу эту закрыть уже нельзя. Я переливаю в шприц, перетягиваю все в шприц, плотно закрываю иголкой, а потом еще наконечником на иголку. Но храню не более недели. То есть за неделю нужно этот препарат использовать. Прекрасно тоже работает. И если вы не видите после обработки фитоловином каких-то изменений у орхидеи к худшему, то вполне возможно, мы можем с вами только предполагать, препарат помог. Фитоловин действует на орхидеи 10-15 дней на листиках. Смывать его тоже не нужно. Это действие больше контактное. Но с вредителями он не борется. Только болезни. И, конечно, 20 раз обрабатывать фитоловином тоже не нужно. Через 10-15 дней, если вам понадобилось, обрабатывайте еще раз. Но обрабатывать 30 раз фитоловином бесполезно. Если не действует, значит все. Ищем другой препарат. Препаратов очень много, и я рассказывала, новые какие-то выпускают, изобретают, там, действующие вещества разные. Но самый сложный, вот это самое начало обработки, если больше ничего не помогает, вот вы обрабатываете орхидею какими-то другими препаратами, и все, ничего не помогает. Но бывает и такое, что вообще ничего не поможет. Но один из моих любимых препаратов – это Топсин-М. Это более сложный препарат. И когда уже ничего не помогло, тогда Топсин. Опять же,
Вот в инструкции все написано, как разводить. Разводить 1 грамм сухого вещества на литр. Причем точно так же, как и с другими препаратами, через сутки можно выливать. Если не использовали, все, утилизируем. Если нужно еще раз обрабатывать следующие орхидеи, или все собираете, вот на столе собираете орхидеи и обрабатываете сразу, или же через сутки выливаете этот препарат. Этот препарат системного действия можно поливать под корень, но он борется с болезнями. При борьбе с гнилостными процессами в горшке он вам мало поможет. Лучше применять Привикур и Максим. Но если ничего другого нет, вот ничего, тогда можно и полить орхидею топсином. Препарат системный передастся от корня по всем клеточкам растения. Но я чаще все-таки его использую для опрыскивания орхидей, чтобы быстрее сработало. У него еще есть и проникающее действие. И вот для грибковых заболеваний важнее не когда он еще изнутри дойдет до этого места. Вот опрыскивать будет быстрее и как бы действеннее. Сколько времени защищает растение топсин? Месяц. То есть использовать каждые 2 недели его не нужно. Вот 25-30 дней. Если нужно, повторяем обработку. Но не более 2 обработок. Вот все препараты, которые мы используем, не более 2 обработок. У грибков нет привыкания. Но если мы видим в течение 2 месяцев после обработки топсином ничего не подействовало, значит у нас другой грибок на орхидее. Или какое-то другое заболевание. А если это вирусное заболевание, то никакие фунгициды не лечат вирусные заболевания. И вот не дай-то Бог, вот это вирус, мы, конечно, его действие притормозим каким-нибудь фунгицидом, но излечить не сможем. У меня есть вот четко с вирусными заболеваниями орхидеи. Они живут, растут, не погибают, но и вылечить я их не могу. Они не стоят отдельно, они стоят в коллекции. Просто есть кольцевой вирус. Он не заразит. Это не грибки, это вирусы, они внутри. Когда грибок выбрасывает споры, он может заразить рядом стоящее растение, а вирус это находится внутри. И самое главное, что нужно учитывать при вирусных заболеваниях, ни в коем случае не использовать повторно воду для полива. Это очень важно. И распространяются вирусные заболевания, или же слом корня, или слом листа, сок растения попал на ваши пальцы, и вы дотронулись до другой орхидеи. Вот вы будете являться переносчиком вирусного заболевания. А топсин, конечно, прекрасный препарат, он не борется ни с какими вредителями, он направлен на борьбу с грибковыми заболеваниями. Очень большой спектр грибковых заболеваний, но, к сожалению, тоже не весь спектр. Вот такие нюансы при обработке недавно купленной орхидеи нужно знать и учитывать, и применять на новой недавно купленной орхидеи. Не важно, что она цветет. Если нужно полечить орхидею, значит это нужно сделать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Совсем грустно. Даже болеть совсем не хочется. Ни орхидеям, ни людям, ни котам.